Зеленский показал секретные документы Кремля и сразу попался на лжи. Мерц позвонил Трампу, встретился с Болгарией и выставил Путину жесткий ультиматум. Без этого никаких переговоров не будет. Путин летит в Пекин с министрами и бизнесом. И это не просто визит вежливости. Стармер отказался уходить, несмотря на протесты, но его дни уже сочтены. Друзья, все это в сегодняшнем выпуске. Канал Медиашот в эфире. У микрофона Александр. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский опубликовал документы, якобы секретные, якобы из российского генштаба, со схемами, координатами и жирным грифом «совершенно секретно». По версии украинского президента, их передал Крот прямо из недр российского военного командования. Цель ударов – администрация президента, личная резиденция Зеленского и бункеры на глубине 95 метров. Звучит эффектно. Проблема одна – это фальшивка. Военные аналитики разнесли публикацию в клочья практически мгновенно. Слишком грубо сделано, слишком очевидно. По их оценке, классическая информационная операция украинских спецслужб. 3 цели – показать возможности разведки, дискредитировать российский генштаб и, главное, переключить внимание украинского общества с того, о чем сейчас говорить крайне неудобно. И вот вопрос, если документы настоящие, зачем их публиковать? Настоящие секреты не сливают в открытый доступ. Параллельно Зеленский заговорил о готовящемся наступлении из Белоруссии. Якобы удар планируется на Киев и Чернигов. Эксперты и здесь скептичны. Для такой операции нужно минимум 100 тысяч человек. Белоруссия не имеет ни ресурсов, ни политической воли втягиваться в прямое противостояние. Минск играет свою игру. И влезать в чужую ему невыгодно, но зачем тогда все это? Ответ лежит на поверхности. В стране разворачивается коррупционный скандал. Внутреннее давление на власть растет. И в такой момент разговоры о покушениях, секретных планах и угрозе с севера работают безотказно. Внешний враг всегда удобнее внутренних проблем. Теперь показательный факт, который многое объясняет. За все время конфликта Россия ни разу не нанесла удар по Верховной Раде. Даже когда там шли прямые трансляции с участием Зеленского. Ни разу. Это не случайность и не промах. Это политическое решение. По сути, жизнь украинского президента охраняет не бункер на глубине 95 метров и не агентура в Генштабе. Ее охраняет политическая воля Кремля. И именно это делает его положение по-настоящему уязвимым, куда больше, чем любые опубликованные схемы. Публичная смелость все хуже скрывает внутреннюю нервозность, а документы с грифом «секретно» все хуже скрывают реальные проблемы внутри страны. Берлин. Официальная встреча. Канцлер Германии Фридрих Мерц принял новоизбранного премьера Болгарии Румена Радева. Первый зарубежный визит болгарского лидера после победы на выборах, и он выбрал именно Берлин. Не Париж, не Брюссель, не Вашингтон. Берлин. Это уже кое-что говорит о приоритетах новой болгарской власти. В центре переговоров Украина, консолидация Европы и поиск дипломатического выхода из конфликта. На совместной пресс-конференции оба лидера говорили красиво, но за дипломатическими формулировками жесткая позиция. Мы продолжаем усиливать давление на Москву. Киев может рассчитывать на последовательную поддержку Европы. Москва должна понимать, что должна вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров. Украина с Россией и Соединенными Штатами. Переводим с дипломатического на русский. Сначала Москва делает шаг навстречу, потом разговор. Без этого только давление. Никаких уступок, никаких жестов доброй воли со стороны Запада. Европа устала ждать и открыто об этом говорит. И вот вопрос. Вы действительно думаете, что Европа хочет мира? Поделитесь своим мнением ниже. Журналисты попытались выяснить детали. Обсуждается ли назначение спецпредставителя, единого европейского посредника? В прессе уже звучало имя Ангелы Меркель. Мерц ответил коротко. Рано. Любые разговоры о персоналиях преждевременны, пока на фронте продолжаются удары. Сначала тишина, потом имена. Важно то, что Россия готова сесть за стол переговоров и начать переговоры. И затем эти переговоры будут вестись между Украиной и Россией при поддержке американцев и европейцев. Но сначала должны быть прекращены боевые действия. Радев добавил от Болгарии: затяжное противостояние на истощение разрушает Европу изнутри, экономику, социальную стабильность, единство союзников. Болгарский премьер говорил прямо: Европе нужен полноценный дипломатический процесс, и форматы здесь вторичны. Главное, чтобы переговоры вообще начались. Для нас самое главное, не важно, есть ли у нас один переговорщик или целая команда. Нет, самое главное, что вообще ведутся переговоры и что Европа находится в состоянии, сочетающем баланс между военными, политическими и экономическими инструментами. Отдельно звонок Мерца Трампу. Два вопроса в повестке – Иран и Украина.
Канцлер назвал разговор конструктивным и подчеркнул, долгосрочные цели Штатов и Евросоюза совпадают. Договорились продолжить лично на саммите G7 в Эвиане через несколько недель. Я говорил с президентом Трампом по двум важным вопросам. Один раз о войне в Иране и о дальнейших действиях. И второй раз мы говорили об Украине и дальнейших шагах, которые мы хотим предпринять там. В целом это был очень хороший разговор, очень коллегиальный разговор. И мы также договорились продолжить его не позднее, чем через несколько недель, когда мы соберемся в Эвионе на встречу G7. И там эти темы будут обсуждаться снова, и там у нас будет достаточно времени, чтобы спокойно обсудить их и дальше. На бумаге все выглядит как дипломатическое единство. На деле Европа продолжает выставлять условия, которые Москва публично не принимает. Круг замкнулся. Все эти берлинские встречи – лишь согласование позиций. Реальный разговор будет там, где соберутся Трамп, Путин и их команды, а не в Берлине. Путин летит в Пекин. Визит готовился тщательно, и, судя по составу делегации, это не протокольный обмен любезностями. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вышел к журналистам и ответил на вопросы. Коротко, но по делу. Первый вопрос про масштаб делегации. Журналисты намекнули. Американские президенты возили в Китай десятки бизнесменов. Россия не отстанет? Песков отмахнулся без колебаний. Мы в составах делегации ни с кем не соревнуемся. И мы развиваем свои самостоятельные, весьма и весьма многоплановые отношения с Китайской Народной Республикой, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства. По сути, Москва дала понять, нам не нужно никому ничего доказывать. Отношения с Пекином строились годами, и они давно вышли за рамки торговых соглашений. Песков назвал их привилегированным, особенным стратегическим партнерством. Формулировка не случайная. Именно так обе стороны официально обозначают уровень своих связей. Состав делегации показательный. Все профильные вице-премьеры, ключевые министры, руководители крупнейших государственных и частных компаний, работающих в Китае. Могу лишь сказать, что это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители компаний, государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае. Песков детально остановился на том, что сотрудничество двух стран давно не сводится к торговле. Образование, медицина, культура – все это получит новый импульс в ходе визита. В частности, будет официально открыт Российско-Китайский год сотрудничества в области образования. Звучит скромно, на деле это системное выстраивание связей на десятилетия вперед. Отношения действительно очень разноплановые, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования. Кстати говоря, будет открыт год, российско-китайский год сотрудничества в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях. Каждая личная встреча Путина и Си Цзиньпина – это не просто рукопожатие на камеру. По словам Пескова, именно такие контакты создают импульс для практического взаимодействия и открывают новые направления работы. Любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений. Детали повестки позже. Помощник президента проведет отдельный брифинг для прессы, но уже сейчас понятно главное. Москва едет в Пекин не с пустыми руками. Едет с конкретными проектами, конкретными людьми и конкретными целями. Запад вводит санкции, давит на союзников, перекрывает каналы, а Россия в это время спокойно углубляет партнерство с крупнейшей экономикой мира. И это не слова про дружбу народов, это стратегия выживания, которая, судя по всему, работает. Британская политика рассыпается на глазах. Премьер-министр Кир Стармер столкнулся с самым тяжелым кризисом с момента прихода к власти. И, судя по происходящему, выход из него он пока не нашел. Ситуация развивается стремительно, и каждый новый день добавляет давления. Картина такая. Улицы крупнейших городов Англии охвачены протестами. Внутри лейбористской партии открытый бунт. Несколько младших министров и ключевых фигур кабинета уже подали в отставку, публично потребовав смены лидера. Причина – катастрофические результаты
результаты местных выборов, а также выборов в Шотландии и Уэльсе. Лейбористы провалились по всем фронтам. Рейтинг Стармера внутри партии рухнул до критических отметок. На этом фоне премьер вышел к представителям малого бизнеса и сказал то, что от него ждали меньше всего. Я уже не знаю, сколько раз говорил, что не собираюсь уходить. Я твердо намерен служить людям, которые доверили мне этот пост. Не уйдет, держится. Но одно дело – слова на камеру, другое – реальность за закрытыми дверями. Стармер признал, последние 10 дней кабинет работал дезориентированно. Не так сфокусированно, как должен был. Это редкое публичное признание слабости от действующего премьера. Признание, которое его противники немедленно возьмут на вооружение. Но тут же добавил, он помнит, зачем был избран и намерен довести работу до конца. Понимаю ли я, что после таких результатов выборов нам нужно что-то менять? Да, конечно, понимаю. И, конечно, многие в лейбористской партии обсуждают, что происходит и что нужно делать дальше. Я это понимаю. Но мне, по крайней мере, очень важно напоминать себе, зачем я в политике. Я пришел служить своей стране. Чтобы сместить фокус с внутренних провалов, Стармер разыграл карту внешней политики, обрушился на консерваторов за старое соглашение по Брекситу, заявил, что за 2 года сумел кардинально улучшить позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. По его словам, именно сближение с Евросоюзом вытащит британскую экономику из кризиса. Я сосредоточен на своей работе, которая заключается в том, чтобы сделать наши отношения с ЕС более тесными, приложить все усилия и наладить взаимодействие. Знакомая схема, когда внутри все рушится, говоря о внешних успехах, Зеленский делает то же самое с секретными документами. Стармер с Брекситом. Инструменты разные, логика одна. Эксперты единодушны. Положение премьера критическое. Оппозиция координирует уличные протесты. А внутри парламента противники Стармера уже собирают подписи, чтобы официально запустить процедуру недоверия и принудительно лишить его лидерства в партии. Пока подписей не хватает, но процесс идет. И каждый новый день кризиса работает против Стармера, а не против его оппонентов. Сегодняшний день показал главное. Те, кто теряет контроль внутри, всегда ищут спасения снаружи. Это не работает. Зеленский публикует фальшивые документы, чтобы скрыть внутренние проблемы. Стармер цепляется за кресло, пока его партия разваливается изнутри. Берлин выставляет Москве условия, которые никто выполнять не собирается. А Путин тем временем спокойно летит в Пекин и выстраивает альянс, который Западу будет очень трудно игнорировать. Все эти события развиваются прямо сейчас, и в ближайшие дни каждая из этих историй получит продолжение. Пишите в комментариях, какая тема зацепила больше всего и что думаете о происходящем. Читаю все. Если выпуск был полезен, подписка и лайк. Каналу это реально помогает. С вами был Александр. До встречи в следующем выпуске.